зовут Гусейнов Аяз. Я председатель правления Ассоциации больных гемофилией в Азербайджане. Ассоциация больных гемофилией была создана в 1997 году. И с 1999 года ассоциация стала членом Европейского консорциума гемофилии. У нас больше 100 волонтеров, в ассоциации, и то есть по всем, регионам. В основном наши, волонтеры — это, родители пациентов, это сами пациенты, это, то есть семьи пациентов. С ЕКГ очень тесно, сотрудничаем мы. Наше, сотрудничество очень плодотворное для наших пациентов для наших врачей тоже. Извлекаем из этого сотрудничества максимум знаний. С 2015 года Ассоциация больных гемофилией участвует лидерских конференциях ЕКГ. И в общем 4, то есть, конференции мы участвовали. И мы постоянно, то есть с каждым разом берем колоссальный опыт от этих конференций, на самом деле. Узнаем новых людей и в сфере здравоохранения, и в сфере, пациентских, то есть организаций. То есть очень много знакомств. И самое главное, я хочу поблагодарить ЕКГ за то, что они предоставляют пациентским организациям общение с выдающимися врачами, то есть, мирового плана. То есть нет никаких преград. Пациентская организация может спрашивать интересующие их вопросы. Самое главное — информация, то есть много, информации, которая и в плане медицины, и в плане новшеств. Это очень важно для нас знать. И затем уже работать над тем, чтобы и у нас в стране было, то есть, новое, адекватное, новейшее лечение и так далее. Это очень важно для нас. Лидеры ассоциации учатся, как работать и внутри, ассоциации, как правильно вести дела и с, пациентами, и с, врачами, и с госструктурами. На лидерской конференции нам очень было интересно, генная терапия. Нам очень была интересна тема на, новые препараты. Те знания, которые мы берем именно из этой конференции, мы будем использовать у нас в стране, чтобы быстрее наши пациенты жили намного легче. Проведение онлайн-конференции, с одной стороны, это нам, в основном пациентам легче бывает то, что, дороги нету, то есть, как сказать, вот этих перелетов не, то есть, не было. Но я вам скажу, что э, конференция вживую, то есть живое, общение, это дает намного другой, то есть эффект. Я думаю, что после пандемии, когда закончится пандемия, мы все-таки, будем опять собираться, то есть больше будем уделять внимание на живые конференции. На данный момент единственный, то есть выход из положения — это, то есть, онлайн-конференция. И я желаю, чтобы конференций было больше, то есть обмен, информацией было больше.
Я могу сказать тем, значит, ассоциациям, организациям, которые все еще не участвовали в лидерских конференциях, я могу сказать, что они, то есть я им советую обязательно посещать, потому что это очень большой опыт, это очень большие, то есть знания, которые, я бы сказал, бы нигде невозможно взять эти знания для лидеров. Именно, то есть если организация хочет усовершенствоваться и, значит, развиваться, то лидерская конференция очень, очень важна для этой организации и для лидеров. И на данный момент в Азербайджане мы работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем пациенты с ингибитором тоже, значит, получали, значит, препараты. Добиться для каждого нашего пациента, значит, качественного лечения. И самое главное в будущем, то есть добиться генной терапии тоже для наших пациентов. Я надеюсь, что в ближайшем будущем генная терапия, то есть, значит, будет развиваться и, значит, будет конечным итоговым результатом наших стараний, нашей работы, чтобы полностью излечить наших пациентов. И самое главное, ассоциация больных гемофилией не только занимается гемофилией, но и, значит, другими коагулопатиями, и поэтому мы будем продолжать работать, помогать и, значит, другим пациентам, и стараться, чтобы они тоже, значит, добились качественного лечения. Наша ассоциация и члены нашей ассоциации надеются, чтобы в 2021 году, до 2021 года закончится пандемия, и в 2021 году значит, пройдет конференция вживую, то есть мы опять увидим значит, других врачей и других руководителей ассоциации вживую и будем продолжать э, эти конференции вживую, и это даст намного больше пользы. И я надеюсь на это. Благодарю за то, что посмотрели.